Пока президент Трамп корчит из себя миротворца, американские самолеты-разведчики совсем обнаглели на Черном море. Так, 17 мая 2025 года стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США с бортовым номером Fort-10 появился над морской акваторией на расстоянии 300 километров от Крымского побережья. 16 мая, в день начала переговоров в Стамбуле, американский разведывательный самолет P-8A «Посейдон» успешно провел разведку на расстоянии всего 100 километров от Новороссийска, где в настоящее время базируется эскадра Черноморского флота. 26 мая его появление зафиксировали у берегов Сочи и Туапсе. Прежде «Посейдон» никогда так далеко на восток не залетал. Традиционная его зона патрулирования находилась в пределах румынских территориальных вод. Мировые СМИ расписывают успехи воздушных и морских дронов ВСУ на Черном море. Как же такие столь малые аппараты добиваются таких успехов? Дело в том, что корабль-ракетоносец и самолет-ракетоносец оснащены бортовыми РЛС обнаружения и целеуказания, а на дронах их нет. Обнаружение целей и наведение на них дронов осуществляют разведывательные дроны и космические аппараты. А дроны лишь оснащены приемниками этой информации. При отсутствии связи с разведывательными самолетами и космическими аппаратами дроны беспомощны и превращаются в безобидных слепых котят. Ни для кого не секрет, что дроны ВСУ управляются американскими самолетами и космическими аппаратами. Но, видимо, этого не хватает, и к разведке и целеуказанию на Черном море подключились частные фирмы, как, например, канадская компания Sea Aviation. Штаб-квартира компании находится в Квебеке, Канада. Так, с 30 апреля 2025 года над западом и юго-западом Черного моря довольно долго баражировал самолет радиоэлектронной разведки Saab-340B ICR фирмы Sea Aviation. Компания была основана в 1971 году, и первоначально ее штаб-квартира находилась в Люксембурге. Изначально специализировалась на техническом обслуживании самолетов. С 1980-х годов компания занялась воздушным наблюдением и разведкой. Sea Aviation уже много лет работает подрядчиком Минобороны Франции и в проведении разведывательных операций в странах Северной и Центральной Африки, а также на Ближнем Востоке. В 2021 году, благодаря изданию Disclose и журналистке Ариане Лаверье, компания оказалась связана со скандалом вокруг секретной операции «Сирли», которую французская разведка проводила в Египте с 2016 года. Sea Aviation предоставляла данные для нанесения ударов по целям на границе с Ливией. В результате ударов на основании ошибочных выводов разведки в период с 2016 по 2018 год пострадали или были убиты сотни мирных жителей. При этом Sea Aviation удалось заработать на подряде около 20 миллионов долларов. В ответ на скандал во Франции решили завести уголовные дела против СМИ, которые раскрыли данные о секретных операциях. В сентябре 2023 года во Франции арестовали офицера Минобороны, который раскрыл детали скандальной операции французских спецслужб в Египте. Французским спецслужбам удалось выйти на источник журналистки Лаверлье в военном ведомстве и арестовать его. Сама журналистка отделалась 40-часовым содержанием под стражей. Деятельность компании окутана строжайшей тайной. Над Черным морем летают небольшие двухмоторные разведывательные самолеты Saab-3408 ICR, произведенные в Швеции. Взлетный вес их невелик, около 13 тонн. Экипаж состоит из 2 пилотов и 4 операторов радиоэлектронных устройств. Летные характеристики делают Saab легкой добычей даже для дозвуковых истребителей или даже вертолетов. Возникает резонный вопрос, а что произошло бы, если бы Saab был сбит над Черным морем? Помнится, в начале 50-х годов наше ПВО на Балтике допекали 2 шведских разведывательных самолета ДС-3 «Хуген», он же «Ворон». Вороны так надоели, и в 12 часов 24 минуты 13 июня 1952 года командующий войсками Прибалтийского района полковник Шинкаренко отдал приказ «Вам корыто», условный сигнал, означающий, что иностранный самолет следует преследовать и уничтожить. Позже полковник Шинкаренко рассказал, что за сбитие ДС-3 главнокомандующий ВМФ Кузнецов устроил ему головомойку, почему-то обозвал тираном и пообещал отдать под трибунал. На заседании у Сталина Кузнецов горячился и требовал судить Шинкаренко. Сталин молча ходил, покуривал трубку, а потом тихо спросил: «Товарищ Кузнецов, так как вы хотите наказать генерал-майора Шинкаренко?» У Николая Герасимовича отвисла челюсть.
Шведы и вся мировая общественность несколько лет стенали по поводу уничтожения пассажирского самолета в 100 километрах от советского берега. В ночь с 19 на 20 марта 2004 года самолет был поднят краном шведского спасательного судна «Белос». Подняли и забыли. В прессу так и не попали данные, найденные на его борту. Можно с уверенностью 99% утверждать, что все то же самое произойдет со сбитием Сааба над Черным морем. Увы, у нас сейчас нет ни Шинкаренко, ни Сталина. Остались лишь адмиралы Кузнецовы. Любопытно, как бы поступило командование 6-го флота, обнаружив над Красным морем разведывательный самолет, снабжавший хуситов информацией о движении и судов, и наводивших на них дроны. Аналогично поступило бы командование армии обороны Израиля, обнаружив над Средиземным морем самолет, наводивший дроны палестинцев. Причем и израильтяне, и американцы сбили бы онный самолет, даже не поинтересовавшись его национальной принадлежностью. Увы, наши военные терпят разведчиков частных фирм, летающих над Черным морем. Так почему наши граждане не создадут частную компанию по защите частной собственности в Причерноморье, которой угрожают воздушные и морские дроны ВСУ? Новая компания купит списанные самолеты и начнет охотиться за Саабами. Лучше всего их, конечно же, ликвидировать, но можно досаждать и другими способами. Например, создавать турбулентность по курсу Саабов, сбрасывать перед их носом топливо. Хорошо бы использовать лазеры или жесткое рентгеновское излучение. Уверен, что после первого же полета наших частных самолетов Саабы исчезнут из акватории Черного моря. Ну и американцы призадумаются. А если что и случится за океанскими воронами и на нового Шинкаренко наедут новые Кузнецовы, то за него горой встанет вся Россия. Еще одна интересная новость. На Западе рассчитали сроки нападения России на НАТО. Политических аналитиков и стратегов на Западе интересует не только украинская ситуация. Они стараются смотреть шире. Сейчас вопрос для них уже не в том, реально ли угроза военного конфликта России и члена НАТО, а скорее о том, где, когда и в какой форме он произойдет. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион. К такому выводу британский обозреватель пришел после того, как пообщался с группой генералов и других офицеров примерно из 20 стран, которые в Королевском институте объединенных оборонных исследований Великобритании обсуждали вопрос о воссоздании армейских корпусов как основной организационной единицы для ведения войн. Они также не строят догадок о том, что президент США Дональд Трамп может или не может сделать. Больше всего их беспокоит то, как мало времени у них может быть на подготовку. Вместо 5-10 лет, как считалось ранее, рабочая оценка того, когда у президента Российской Федерации Владимира Путина могут появиться возможности для борьбы с НАТО после того, как он закончит с Украиной, теперь многослойна и основана на оценке датской разведки ранее в этом году. Речь идет о 6 месяцах на локализацию атаки, 2 года на региональную войну в Прибалтике и 5 на любой более широкий европейский конфликт, пишет Чемпион в статье Bloomberg. Военные, принявшие участие в совещании, считают, что Владимир Путин стремится восстановить Россию в качестве великой державы в Европе, и поэтому продолжит попытки подчинить себе бывшие сферы влияния и разрушить НАТО. Для этого якобы не нужно вторгаться в Польшу, чтобы разрушить НАТО, но лучше всего дискредитировать статью 5 о коллективной обороне. А между тем время идет, Европа все еще движется в слишком бюрократическом темпе мирного времени, в то время как США дали задний ход. Обеим нужно меняться, полагает Чемпион. Путин будет решать, что и когда делать, а нерешительность Запада просто создает ему окно для действий, будь то на Украине или за ее пределами. Как сказал Руперт Смит, отставной британский генерал и бывший заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, вы сражаетесь тем, что у вас есть в руках в этот день. При текущих траекториях этого может быть недостаточно, чтобы удержать Кремль от продолжения своих планов великой державы, резюмировал обозреватель. Но эти все ждут и ждут, когда же все-таки Россия нападет. Мне это, знаете, напоминает притчу или сказку, я уж не помню, о мальчике и волке. Ну, посмотрим, глядишь, так и будет.